Друзья мои, всем привет! Вы спросите: Аня, что это у тебя тут за чудо-юдо в руках? Девочки и мальчики, это чудо-юдо. Действительно чудо-юдо. Действительно чудо. Это Модеста, природник. Орхидея, природник. Немножко она у меня тяжело адаптируется. Вот даже пожелтение центрального листика. Я ее пролечиваю топсин М. Появился после первого сеанса топсинотерапии новый корешок. И она дала давно уже цветонос, очень долго его развивала. И вот такие у нее неказистые цветочки. Всего лишь 2 бутончика, но она в размере 1,7. Девочки и мальчики, это нечто. Я говорю про ее аромат. Вы спросите, что ж там такого? А там запах акации. Прям такой яркий, насыщенный запах акации. Сейчас покажу вам поближе цветочек, постараюсь. Хочу найти светлое место возле окошка. У нас, слышите, птички поют. Цветочек у нее небольшой, но это ее не делает хуже среди других орхидей. Она дает большие гроздья цветов. Сейчас она просто еще малеча, поэтому, видите, такой маленький цветочек. Гроздья этих цветочков, я могу себе представить, что это будет, когда это будет огромно. Если она выживет, все будет в порядке. Сейчас я пойду еще раз ее затопсиню. И когда это будет вообще взрослая орхидея. Я надеюсь, что у меня получится ее вырастить. Так, я же хотела вам показать бирочку. Где она? А вот она. Это Модеста Сиблинг. Так, кто у нас садовник? Показываю вам на окошке. Джозеф Ву. В общем, вы сами понимаете, орхидеи от этого садовника очень тяжелы в адаптации к нашим условиям, потому что она где-то там в своих условиях произрастает, во влажном климате, в специфической среде, но попав в наши условия, тяжело растюхе приходится. Но, девочки, я не могу вам передать запах этого фаленопсиса. Это что-то великолепное. Я рада, что начался рост корней. Сейчас мы здесь немножечко еще подшаманим по этой желтизне, по шее. Когда просохнет, прольем ее топсинчиком. В общем, все будет хорошо. В общем, вот такая вот интересность. Интересная интересность. И сегодня у меня открыла таки свой бутон. Вот это красота. Для любителей интересностей вот таких азиатских, голландских, это кружева Виктории. Виктория Слейс. Вот такая она приоткрыла интересный свой бутончик. Мы с вами рассматривали на днях. Я все думала, будет эта бабочка, не будет. Ну, вроде как да, но пока она еще не открыла его сполна. И смотрите, я сравнивала сегодня утром с бургунди. Да, есть что-то общее. Очень даже много общего у бургунди и у Виктории. Я даже сначала посмотрела и подумала, не одно ли это и то же. Да, девочки? Короче. Но здесь, наверное, все-таки у бургундии покрупнее цветок. Что-то я сильно увеличила. Сейчас. Так, наш локейшн после лечения. Прошли только сутки. Пока что все нормально. Не отпало ничего. Все, девочки, вот такой вот красавчик. 1 и 2 пилоричный фаленопсис. Здесь продолжают распускать свои цветочки трилипсик, калейдоскоп и кот-воробей, бабочка. Вот эта красавица цветет. Показывала вам хатуюки тоже, прелесть.
В общем, все прекрасно, но меня сегодня, просто я шла мимо полки, меня прям снесло от запаха. Я перенюхала все фаленопсисы, стоящие рядом, я не поняла вообще, кто это. Кстати, у нас уже открылись все бутоны. Не закончила. И обнаружила, что это Модеста. Была очень удивлена. И я вам хочу показать, мы с вами рассматриваем периодически специозу, на что она тут способна. Как я и говорила, это специоза Blue Mountain. И вот у нее, смотрите, как интересно. Сепалия, петалия беленькие. Здесь сепалия беленькая. Здесь все цветочки, все лепесточки одного цвета. И вот еще один бутончик. А здесь прям смотрите, как здорово. Как вам показать? Здесь и две петалии, и сепалия беленькие, а нижние сепалии такие пурпурные. Смотрите, какой букетик получился. Великолепный, да? Прямо супер. Мне очень нравится. Что скажете? И пахнет какой-то вкусной ягодкой. Ну, как по мне, такой интересный ягодный аромат. Я не знаю, может быть, это какой-то заморский фрукт так пахнет. Я без понятия. Но мне напоминает что-то чернику, голубику. Вот такой ненавязчивый, легкий аромат. Такой цветик, семицветик, вот такой букетик на 4 в этот раз интересных цветочка. Это тоже наши из природы, ближе к природе фаленопсисы. Так что, друзья мои, еще раз покажу вам. Жаль, я не могу передать аромат. Кто-то скажет: Аня, что это за кракозяблик? Девочки, вы не слышали аромат этой прелести? Модеста. Модеста супер. Ну, конечно, знаю, что вам вот эти нравятся больше, они не ароматные. Ну, я обожаю, конечно, хатуюки. Посмотрите на этот язычок, это просто нечто. Я бегаю к этой полочке ежедневно и разглядываю всю эту красоту. Ну, а теперь буду нырять носиком вот в эту незатейливую изюминку. Конечно, я уверена, что она подрастет хорошо. Она приехала таким, знаете, маленьким заморышем. 1,7, вообще заморыш. Но потихонечку она набирает силы. Я надеюсь, что вот этот лист не отвалится. И надеюсь, что если даже, может быть, что-то и случится с этим кустиком, тогда, возможно, она, может, даст детеныша рядышком где-нибудь. Очень так хочется мне, очень. Вчера вечером, девочки, я пролила вот этот верхний уже отцветающий розарий. Это я говорю так, потому что здесь каменная роза. Здесь уже, конечно, жарковато, они уже сворачивают цветение. Я поналивала в закрытые системы вот прям вот так, на 3 пальца воды в каждую закрытую систему. В такие горшки я наливаю вот по этот уровень, потому что если будет больше воды, вода начнет сочиться вот с этого шва. Здесь не плотно. Вот видите, тут еще не выпила. Вот там сколько еще воды. И постепенно грунтом и корнями она забирает. Так, здесь уже все выгорело. Очень жалко. Очень жалко. Так что вот так, друзья мои, показала вам Модесту. Я, конечно, вообще не надеялась, что она зацветет в этом сезоне. Но она решила процвести и просто наповал меня, убила своим ароматом. Так, там у меня тоже вот такая вот красота отцветает. В общем, вот так. Там девочки мне писали, кто-то из вас: Аня, что вы не пересаживаете из этих стаканов, из мха, новоприбывшие фаленопсисы? Не знаю, девочки, я их не тревожу. Даю время им на адаптацию. Бывает, если уже вот много-много вижу растущих корней и нет места в горшочке, я, бывает, вот так могу сделать, как вот сделала здесь. Просто вот так в стаканчик, либо в какой-то горшочек. Вот здесь я мох.
не обобрала тут старый, а немножко подпихнула нового мха. Вот вижу, корешок выходит. И они постепенно разрастаются корнями. Эти я тоже не трогала еще. Претенденты на пересадку. Ну, девочки пишут, что якобы засоленный мох там уже. Но я не думаю, эти орхидеи, им не 5 лет и не 3. Им там, мне кажется, меньше года, даже 2,5. Ну, может, год сеянцам. И, скорее всего, что этот, ну как, там, возможно, там есть слой 1,7 мха, а потом слой 2,5. Ну, не знаю. Оно здесь. Вот это будем пересаживать, конечно же. Вот она. Тут уже много корней. Я знаю много примеров, когда девочки очень долго вот в таком состоянии растят орхидеи, вообще их не трогают, посаженные не в мох от садовника, и ничего, они растут. Но вот здесь уже корням очень, ну не совсем, ну тесновато. Здесь мы уже будем скоро пересадкой заниматься, но мы отцветем. Красота, которая не стала бабочкой. Она у меня падает, поэтому я ее вот так здесь в горшочек посадила. Кого я еще не... Вот и хатуюки тоже надо будет пересаживать. Мне надо будет пересадить уже белую хатуюки. Там девчонки пишут, что мечтают о белых хатуюки. Да, я тоже мечтала о белой хатуюке. Когда я купила белую хатуюки, мне захотелось приобрести и розовую. Когда белую покупала, не было еще розовых у нас на рынке. Может и были, но была редкость. А когда еще розовая появилась, я прям загорелась, мне захотелось и розовую. Я не жалею, потому что розовая тоже клевая. Так, сейчас посмотрю, что тут может надо полить. Но вроде все политы. Так, Патрик сегодня или вчера еще открыл последний бутончик. Такой вот симпатичный мальчик. Такой, ну вот эти уже, видите, вот такие выцвели. А когда открывается, там такая прям яркость. Было бы здорово, если бы он оставался такой яркий на протяжении всего цветения. Но нет. Так, ну и беленького вам в ленту. И всем обнимашки, всем мирного неба и всем крепкого здоровья. Растите свои любимые орхидеи, набирайтесь позитива и положительных эмоций. Ой, девочки, какая это все-таки прелесть. А бургундия начинает отцветать. Она была ярче. Вот тоже такая вся рюшистая. Но интересно, она прям с Виктория Лейс прям похожа. Но мне интересно, когда вот она уже немножко подоткроет бутончик. Ну, есть разница, но похоже. Девочки, напишите, не одно ли это и то же. Непонятно. Все. Всем пока-пока. Красота.